наверное, какой-то деструктивный, раз 10 миллиардов фукнули неизвестно куда. Ты что, совсем тупой? Все пойдут прыгать с крыши, и ты что ли пойдешь прыгать с крыши? Искусственный интеллект. Его разрабатывают, внедряют, он вокруг нас. Согласны с этим или не очень? Я лично не очень. Итак, термин «искусственный интеллект» состоит всего из двух слов. Искусственный, так всем понятно. А что же такое, товарищи, интеллект? Можно просто загуглить, можно воспользоваться более фундаментальной литературой, каким-нибудь словарем, и мы узнаем, что интеллект — это способность человека мыслить, принимать правильные, то есть качественные решения на основе знаний и жизненного опыта. А еще очень важно, что это способность к развитию, то есть генерации новых знаний. Немного сложновато. Давайте тогда просто тезисно. Это разум, мышление, развитие и самосознание. Все. Фантасты уже довольно давно снимают свои фильмы про реалии искусственного интеллекта, а с недавних пор в новостях нас окружили разработкой и внедрением этой диковинной хреновины. Да еще и кто-то отчитался о успешном ее внедрении. На дворе у нас конец 2019 года, а искусственного интеллекта решительно не существует. Ну или кто-то искусно его скрывает. Хотя это не мешает отдельным личностям заявлять об успешном его внедрении. Да, есть машинное зрение, распознавание звуков и речи, есть машинная речь, управление электроникой и механикой машинной. Много всего машинного создано. Но искусственного интеллекта пока нет. Все это части, как руки или ноги. А вот с головой, с мозговым центром пока все довольно печально и примитивно. Но справедливости ради стоит отметить, что ученые в этом направлении, многие, работают не зря. И не зря едят свой хлеб, даже если он иногда с черной икрой. Начнем с того, что есть автоматические системы управления АСУ. Они известны нам уже долгие годы и окружили нас в повседневной жизни. Это реалии. Ну, например, климат-контроль или термостат в смесителе на кухне или в ванной. Это нормально, но это автоматические системы управления. К искусственному интеллекту они никакого отношения не имеют. Есть машинное обучение, и вообще во всем машинном именно эта область самая мутная. Под этим сейчас принято понимать сбор больших данных и науку обработки этих самых больших данных. Что же это такое? В двух словах. Многие компании сейчас собирают кучу всякой статистики о различных объектах, о нас с вами. Кто-то хранит ее персонализированно, кто-то обезличенно, а дальше эти данные обрабатываются. Вот и в общих чертах большие данные и наука о больших данных. Согласитесь, все довольно просто. Так вот, дальше есть модели, которые разрабатываются математиками, статистами, программистами. Они имеют кучу всяких параметров, сложные алгоритмы. И дальше что происходит? Берется отдельный индивид, вы или я, анализируется его поведение, дальше эти параметры с поведением подкладываются в специальный алгоритм, и он на основании этих данных ищет наших собратьев, которые делали приблизительно то же самое, ну, например, в интернете. Дальше, если они делали что-то после вот этой точки, на которой мы сейчас находимся, делается предсказание, что же мы будем делать или что нам потребуется на следующем шаге. Все просто и исключительно статистика. Теперь примеры. Ну, например, мы с вами лазим в интернете, ищем что-то полезное. И если мы искали что-то про деньги, про акции, про курсы валют, то нас начинает преследовать в интернете реклама всяких финансовых услуг, кредитов, пирамид и прочего всего очень выгодного, ну прям нереально полезного финансового. Замечали? Я думаю, что замечали. Еще пример. Если вы смотрели что-нибудь про контрацепцию, про беременность, про прерывание беременности, то вас будет преследовать реклама каких-нибудь презервативов, а может быть даже и абортариев. Жестко, но это реалии. И еще вариант. Ну, например, вы написали, как познакомиться с девушкой или с юношей, ну, у всех свои потребности. И дальше нас окружила реклама всяческих досок объявлений, игр,
которых при жене открывать нельзя. Ну, знакомо. Я думаю, что все сталкивались, и мужчины, и женщины. Вот он, типа искусственный интеллект в рекламе и в поисковых системах. Еще немного практики. Очень часто мы сталкиваемся со всякими виртуальными помощниками в сотовых телефонах. Есть у нас OK Google, Siri, Alisa. И тут все понятно. Программисты заложили некий функционал в этих помощников, и они практически бесплатно работают. Претензий к ним никаких. Дальше. Телефоны. Мы часто звоним в службу поддержки сотового оператора или банка. Кстати, почта этим еще грешит. Звоним и натыкаемся на виртуального помощника, который у нас вежливо спрашивает, что мы хотим, а заодно и рекламку нам какую-нибудь вкладывает про новые услуги, про мегавыгодные предложения и прочую вот фигню, которая всех раздражает. А дальше вместо того, чтобы назвать короткий список отделов и номера, нажал 1 и в отдел продаж, нажал 2 в отдел закупок, 3 в отдел претензий. Нет, теперь он спрашивает, чего, сударь, изволите? А самое главное, что ни на один конкретный вопрос ответить не может. Эти вопросы повторяются по 10 раз, потом еще рекламки могут запустить, и дальше вас переводят на живого оператора. Но я думаю, знакомо, все сталкивались. Зачем же все это делается? Все очень просто. Люди в колл-центрах умеют болеть, бастовать, хамить, им нужна зарплата, их нужно обучать, а вот машинный помощник этого всего лишен. Практически всего. Кроме того, если у нас наплыв звонков, например, перед Новым годом или сбой какой-то в системе произошел, то не нужно нанимать сотрудников сезонно. Достаточно докупить немножко мощностей компьютерных, и виртуальные помощники закроют эти проблемы. Но это же в теории. На практике это все сводится к чему? Пока реальные операторы с кем-то разговаривают и заняты, нас с вами динамят виртуальные помощники. По 10 раз переспрашивают. Кто-то из нас с вами думает, да, наверное, не такой сложный и нужный вопрос, и перестают звонить в службу поддержки. Казалось бы, клиенты уйдут, но нет. В другом банке, у другого сотового оператора такая же фигня. Вы точно так же звоните, и вас встречает виртуальный помощник. Уходить-то особо некуда. И поэтому они внедряют этот мегаискусственный интеллект, который помогает им экономить бюджет на сотрудниках, да, снижает качество и комфорт предоставляемых услуг, но тем не менее это выгодно, а еще это модно. На самом деле эти виртуальные мозговитые помощники действительно могут кому-то помочь. Например, сказать часы работы офиса или назвать 333 адреса ближайших банкоматов. Или остаток средств на телефоне. Но это для публики, которая, наверное, читать не умеет или настолько ленива, что не может поставить приложение и увидеть все там. Да, им, наверное, эти виртуальные помощники помогают. Еще говорят, что искусственный интеллект помогает банкам защищать себя и своих клиентов от всевозможных мошенников. Реальные факты засекречены, и мы о них практически ничего не знаем. Кроме серых новостей или желтых новостей. Но как искусственный интеллект может защитить людей от их собственной безмерной тупости, вот тут вопрос открытый. Люди очень часто берут паспорт, кладут туда карточку свою, тут даже кармашки начали выпускать. Удобно же. А еще они вкладывают туда бумажку с пин-кодом или прямо на карточке записывают этот самый пин-код. Действительно, 4 цифры запомнить, это ж какой ядреный труд. Это ж невозможно. И дальше обижаются, что при краже или утере паспорта с карточкой и пин-кодом почему-то украли деньги. Еще люди почему-то по телефону любым желающим, кто представился банком, рассказывают, где у них вклады, сколько там денег, какие были последние операции. Еще по просьбе бегают до ближайшего банкомата, что-то там в банкомате набирают, зачитывают смски. Как вот от этого идиотизма искусственный интеллект может защитить? На кассах также народ крутит этими картами, а потом демонстративно набирает пин-код. Как на сцене играет. Смотрите, как уверенно я набираю эти 4 цифры.
Но здесь только ремень поможет, ну или признание недееспособным. Никакой искусственный интеллект здесь никогда и никому никак не поможет. Далеко за примером ходить не будем. Начну с себя. Однажды утром просыпаюсь, потянулся, умылся, взял телефон и пошел в задумчивую комнату почитать новости. Смотрю, а там смс-ка: деньги на сотовом номере закончились. Пишу смс на короткий номер, который все в нашей стране знают. Ну, мол, перекиньте тыщенку с карты на телефон. А в ответ получаю что? Ваш клиент-банк, точнее мобильный банк, заблокирован за подозрительную операцию. Причем номер этот, мобильный, указан в договоре с банком и в списке для быстрого пополнения значится. То есть как минимум дважды банк уведомлен о том, что этот номер мой. И сумма — это не федеральный бюджет России, это всего 1000 рублей, ну или около того. И все. Дальше звоню в банк и интересуюсь, а какого хрена, собственно говоря, что происходит. Долго общаюсь с банком и в итоге получаю ответ: наши системы засекречены, поэтому мы вам ничего рассказать не можем. Говорю, ну как так-то? Все, молчок в ответ. Точно такой же ответ вы получите, если обратитесь в Яндекс. Ну, например, увидели в поиске что-то не то и обратились. Спросили, почему именно так. А Яндекс вам скажет. Кстати, можете посмотреть видосы про поисковые системы Яндекса, про разработки. И там прямым текстом говорят: а хрен его знает, почему именно вот так легла выдача. Вот, хороший термин, да? А вот хрен его знает. И это же не только Яндекс, это все поисковые системы. Но согласитесь, мы с вами пользуемся поисковыми системами. И как давно вы видели в поисковой выдаче, в первой ее части, на первой странице, что-нибудь, кроме магазинов или сайтов-пустышек со статьями, которые написаны именно для поиска, и ничего хорошего, кроме ссылок на магазины, в этих статьях нет? Как давно? Очень давно. А может быть, вообще никогда. А все почему? Все потому, что SEO-специалисты, то есть специалисты по поисковой оптимизации, легко обманывают умные системы Яндекса, Гугла, Яху и прочих. А это говорит о том, что это не искусственный интеллект, а искусственная посредственность, можно даже сказать, искусственная тупость царит в поисковых системах. И это наши реалии, а не искусственный интеллект. Согласитесь, как-то все грустно получается. На дворе уже 2019 год подходит к концу, а искусственный интеллект, так называемый искусственный интеллект, у нас умеет только собирать кучу статистики, обрабатывать ее и типа предсказания делать. Да, и кстати, здесь всплывает сразу избитая поколениями фраза. Ну, подходит родитель к дитю и говорит: ты что, совсем тупой? Все пойдут прыгать с крыши, и ты что ли пойдешь прыгать с крыши? Так вот, системы современные, если все прыгнут с крыши, тоже прыгнут. И это говорит о качественном принятии решений. Вот так. Но постойте, кто-то же говорит о внедрении, кто-то отчитывается об успехах или провалах при внедрении искусственного интеллекта. Тут даже в новостях проходило, что один крупный банк российский потерял аж 10 миллиардов от внедрения искусственного интеллекта. Да, но что же делать-то? Банк крупный, и за счет операционной деятельности, то есть за счет нас с вами, он эти 10 миллиардов покроет. Но откуда же взялся этот искусственный интеллект, пусть и, наверное, какой-то деструктивный, раз 10 миллиардов фукнули неизвестно куда? Все очень просто. Здесь у нас работает маркетинг, то есть красивая обертка. Достаточно в нашем словосочетании искусственный интеллект подменить. И сразу у нас заработает что угодно, и мы будем впереди планеты всей. Хотя к искусственному именно интеллекту отношение это имеет довольно сказочное. Но с умными машинами мы действительно можем столкнуться. По дорогам развитых стран уже давно баражируют умные машины с автопилотом. И эти умные машины периодически подбивают своих более тупых четырехколесных собратьев. Ну, случается, нетерпимость у них, видимо, такая. Кроме того, и людьми они не брезгуют и периодически выходят на охоту.
Погуглите и найдете подтверждение, что делали эти машины с более мясистыми двуногими собратьями. Кстати, в России тоже поехали такие супер-пупер машинки. И поэтому, когда вы выходите на улицу, не забывайте оглядываться, а иначе машина может открыть охоту именно на вас. Поэтому держите руку на пульсе и не позволяйте подмене понятий вводить вас в заблуждение. Пока!